Ничего такого, обычный карьер, но зато в нем видно, какой цвет грунта, какие горы внутри. Такой ярко-ярко насыщенный оранжево-красный цвет. Вот решил маленько поэндурить, проверим заодно, развалится, не развалится. Там вон птички прикольные сидят, типа колибри переростков, тоже клюв длинный, сами мелкие, яркие, зелененькие. В гору я уже забрался, сейчас по горе еду. Такой вот кактус растет вдоль дороги. Прям здоровый-здоровый. Метра, наверное, 2,5 ростом. Здрасте, приехали. Как-то вон она на меня недобро смотрит. Что одна, что вторая, вон видите. Забрался на гору. Прям поля, как дома. Не считая того, что вон под ногами камни. Вот выглядит как будто домашнее российское поле. Ну, в общем, я все там же пока что катаюсь. Но что я хотел показать, смотрите, что нашел. Похоже, перо павлина. Самого павлина не вижу, но вот оно так вот на дороге валялось. Остановился показать. Блин, понесся, смотрите. Побежал. Девка павлине. Ха-ха. Испугалась меня. Тырчик-то вполне себе эндуро оказался. Зацените, куда он меня завез. Такой вот вид. Это я оказался на вершине горы, по которой шел на пляж. Сюда. Прям вау. Ну и как бы я еще помимо цвета остановился. Здесь такое дерево прям супер. Корявенькая. Мечта подростка. Сколько веток, чтоб лазить. Итак, поездка крутой получилась. Я встретил двух павлинов, нашел павлинье перо, встретил каких-то очень недобрых коров, но зато впечатлений было просто море. Закаты, море. Время быстро летит. Соскучился уже по всем. Блин, офигеть просто. Месяц. Уже прошел месяц. Самое плохое то, что скорее всего этот месяц один из первых. Дальше будут еще. Обратите внимание на мужика на фоне. Вон того с мечом. Класс. Тут праздник Дивали, сейчас идет праздник огней, и, видимо, это вот к нему такой вот демон тут стоит. Будет еще храм. Мужик страшный. Ну, красавчик, согласитесь. Супер. Смотрите, какой довольный. Не, ну скажем честно, в ночи, когда ты едешь, это достаточно страшно выглядит. Они подсвечиваются еще все. Вообще их сегодня должны всех сжечь. Вот, но я сейчас в Рамболе сидел 1,5 часа на стадионе в школе. Туда привезли одного
потом долго его собирали, он больше вот этого товарища был раза в 2. И был частей. В общем, ноги отдельно, руки отдельно, голова там. Сейчас в Индии проходит праздник Дивали. И если проводить аналогии, то многие его называют индийский Новый год. Почему индийский Новый год? Потому что везде горят гирлянды. Ну, елок нет, естественно. То есть все домики в гирляндах, везде горят свечки. Вот. А из нюансов индийцы жгут демонов. То есть праздник Дивали – это праздник победы добра над злом. И вот так вот себе индийцы представляют зло. К сожалению, как самих демонов сжигали, я не снял, потому что праздник идет, по идее, несколько дней. И я прождал до часа ночи. В общем, на улицах уже никого не было, кроме демонов. Индийцы почти все спали. И я честно понадеялся, что это произойдет не в эту ночь, а позже. Но когда я проснулся, меня везде по улицам, учитывая, что демоны стояли там, ну, реально через каждые 50 метров. В общем, везде меня ждали одни угольки. Демонов кремировали, не дождавшись меня. Увы, это я вам не смогу показать. А вот так вот рис растет в закатном солнце. Ну вот пока мое лицо освещается лучиками уходящего заката, сделаю видео для тех людей, которые не любят смотреть на рожи блогеров. Я просто смотрю, у меня включается такой режим, вы это знаете, когда смотришь на заходящее солнце, прямо над водой пролетает стая птиц. Блин, крутые здесь закаты. Но у меня дома, если честно, не хуже, даже лучше. Потому что более насыщенные рваные облака. Также красиво садится солнце. Дома почти всегда такие же закаты, как вот сейчас здесь. Только облаков больше.